Всем привет! Сегодня мы с вами будем вязать простые носки крючком. Этот урок будет пошаговый, я показала, как вяжется каждый ряд. А также по ходу вязания все измеряла в сантиметрах, чтобы вы смогли под свое количество петель и под свое количество рядов подстроить схему, то есть изменить размер. Но при этом не забывайте, если вы вяжете по своей схеме, записывайте каждый ряд, чтобы все части носка были симметричны и второй носок получился таким же. Вязала на размер 36 и использовала следующие мерки. Это длина стопы, в моем случае 23 сантиметра, высота носка, у меня получилось 22 сантиметра, и обхват в пучках или обхват в подъеме. Здесь смотрите, какая мерка больше. У меня также 23 сантиметра получилось. Схема достаточно простая, и я постаралась максимально подробно все показать, чтобы у вас обязательно все получилось. В этот раз решила взять пряжу от бренда «Люблю вязать». Она называется «Морошка». В составе 6% альпака, 60% хлопок и 34% акрил. Пряжа позиционируется как носочная, поэтому я, конечно же, решила связать из нее носки. На 100 грамм 175 метров, метраж средний, идеально, чтобы связать носки быстро. Самое интересное – это цвет. Создается эффект джинсы. Я особенно люблю пряжу с необычной расцветкой, ведь сам процесс завораживает. Хочется поскорее увидеть, как же цвет раскроется в полотне. Еще хочу отметить скрутку пряжи. Она не расслаивается, поэтому вязать крючком становится удобнее, ведь он не цепляется за пряжу. И что касается инструментов. Использовала крючок от бренда Hobby Pro. Крючок 4 мм, металлический, литой, очень удобен в работе. А пряжу и крючок можно заказать на Озон. Ссылку я оставила в описании под роликом. Обязательно переходите. Из дополнительного также понадобится иголка с большим ушком, один маркер и сантиметровая лента. А также хочу напомнить, что у меня есть другие соцсети. Не забывайте подписываться, чтобы не потеряться. Все ссылки я оставила в описании. В принципе, на этом все, поэтому давайте приступим к вязанию. Берем пряжу и сейчас будем набирать цепочку из воздушных петель. Располагая нить следующим образом. Берем крючок 4 мм и заводим под нить. Проворачиваем. Дальше, придерживая перекрестие, набираю воздушные петли. Подхватываю и вытягиваю через петлю на крючке. Первая, вторая, третья, четвертая. Стараюсь их сильно не затягивать, так как после провязывания первого ряда у нас воздушные петли могут быть стянутыми. И если воздушные петли получаются слишком стянутыми, то возьмите крючок на полмиллиметра или на 1 мм больше. Я стараюсь их просто набирать чуть слабее обычного. И считаю. 5, 6, 7, 8, 10. А длина цепочки из воздушных петель будет равна длине стопы плюс высота носка. В моем случае нужно набрать 63 петли. Шестьдесят три петли готово. И теперь смотрю, вот у нас длина цепочки. Длина стопы у меня 23 сантиметра. 23. И высота носка будет 20 сантиметров. То есть всего цепочка из воздушных петель у меня 43 сантиметра. Если хотите носок длиннее, соответственно, наберите чуть больше воздушных петель. Дальше вязать мы будем с вами столбиками без накида. И в самом начале каждого ряда мы будем набирать воздушную петлю подъема. Набрали. Дальше во вторую петлю от крючка заводим крючок. Первая петля,
и вторая. Заводим крючок, вытягиваем рабочую нить, на крючке 2 петли и мы их провязываем. Дальше находим следующую воздушную петлю, подхватываем ее стенку, вытягиваем рабочую нить и провязываем столбик без накида. В этом ряду нужно провязать все столбики без накида по воздушным петлям. У нас 63 воздушные петли, значит 63 столбика и должно получиться. Продолжаем до конца ряда. Довязываю. Вот у меня последняя воздушная петля. И в первом ряду лучше пересчитать количество столбиков, чтобы у нас все совпадало с нашим количеством воздушных петель. 62 и 63 столбик. Начиная со второго ряда будем вязать также столбики без накида, но за дальнюю стенку петли. Набираю воздушную петлю подъема при вязании каждого ряда. Дальше поворачиваю. И теперь нам нужно провязывать опять за вторую петлю. Вот первая и вторая. Но теперь мы заводим крючок только за дальнюю стенку. Не за обе стенки нашего столбика предыдущего ряда, а только за дальнюю. Вытягиваю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Дальше нахожу следующий столбик и подхватываю только дальнюю стенку. Завожу крючок, вытягиваю рабочую нить и провязываю столбик без накида. Опять следующий столбик, заводим крючок только за дальнюю стенку. В этом ряду опять провязываем 63 столбика без накида. Вяжу таким образом до конца ряда. Вот сейчас буду довязывать. Смотрю, не пропуская столбики. Также 63 должно получиться. И вот смотрите, у нас здесь в конце столбик. После него идет вот такой узел. То есть не пропустите этот столбик, очень часто можно проглядеть. И у меня будет рубчатый край носка, это будет верхняя часть, там где нитка это мысок, поэтому, так как у меня рубчатый край, я провяжу также за дальнюю стенку столбик. Но если вы хотите, чтобы край носка у манжета был прямой, то провязывайте за обе стенки. И таким образом последний столбик четных рядов и первый столбик нечетных рядов провязывайте за обе стенки. Но у меня край будет рубчатый, поэтому я оставлю за дальнюю стенку. Для перестраховки можно пересчитать. В третьем ряду мы уже с вами начнем формировать мысок и оформлять пятку. И как я вам уже говорила, там где нитка, это у нас мысок. Там где ничего нет, соответственно манжет. И дальше нам нужно определить, где же у нас будет находиться пятка. Для этого я беру ленту и отмеряю от мыска длину стопы минус 1 или 2 сантиметра. В моем случае я отнимаю 1 сантиметр, так как у меня в пряже преимущественно хлопок. Он менее тянется, чем шерсть, поэтому я отнимаю лишь 1 сантиметр. И получается, что я отступаю 22 сантиметра и ставлю маркер. В петлях у меня получилось 33 столбика. Пропускаю, на 34 ставлю маркер. Дальше на высоту носка у меня остается 29 столбиков. А ширина вот этой детали перед тем, как мы начнем формировать мысок и пятку, составляет 2 сантиметра. Да, примерно 2 сантиметра. Если у вас больше обхват ноги, можете добавить еще полсантиметра или сантиметр. Этого должно хватить. А дальше будем вязать так. Набираю воздушную петлю подъема, разворачиваю и вяжу до тех пор, пока у меня перед маркером не останется одна петля.
Провязываю также за дальнюю стенку столбики. Это у нас третий ряд. И вот у меня маркер, перед ним остался один столбик. Довязала, маркер снимаю. Для формирования пятки провяжу убавку. А в убавке у нас будет задействовано сразу 3 столбика. Теперь заводим крючок за следующий столбик и вытягиваем рабочую нить. Дальше заводим крючок за следующий столбик, также вытягиваем рабочую нить. И за еще один столбик, за третий, тоже заводим крючок и вытягиваем рабочую нить. На крючке должно быть 4 петли, и мы все их провязываем. Стараюсь здесь провязывать не рыхло, чтобы не было дырок. Вешаем обратно маркер на получившийся столбик и продолжаем вязать. Смотрим, где у нас следующий столбик. Вот он у нас, не пропускаем. И провязываю столбик без накида. Дальше провязываю 28 столбиков. Там мы будем, и в конце ряда мы будем формировать мысок. Двадцать 28 столбиков после маркера провязано. И недовязанными у нас остались 3 столбика. После этих 28 столбиков делаем один соединительный. Следующий. Заводим крючок за дальнюю стенку следующего столбика, вытягиваем рабочую нить и проходимся этой же нитью через петлю на крючке. Ряд таким образом завершили. Приступаем к четвертому. Набираем воздушную петлю подъема, разворачиваем вязание и теперь находим вторую петлю, первая, вторая, и заводим крючок за дальнюю стенку, начинаем провязывать столбики без накида. Нам нужно вязать, пока перед маркером не останется одна петля. В четвертом ряду продолжим формировать пятку и также сделаем убавку. Смотрю, вот у нас маркер, и перед ним остался один столбик. Маркер снимаю и провязываю убавление. Опять заводим крючок за столбик и вытягиваем рабочую нить. Теперь за следующий также вытягиваем рабочую нить и за третий. На крючке 4 петли должно получиться, мы их все провязываем. И не забываем повесить обратно маркер уже на сформировавшуюся убавку. Теперь до конца ряда продолжаю вязать столбики без накида. Довязываю ряд. И в конце не забываю про последний столбик, после него узел. Воздушная петля подъема, вязание поворачиваем и приступаем к следующему, к пятому ряду. Здесь вяжем 27 столбиков до маркера, то есть перед маркером останется одна петля, и там мы опять сделаем убавку. И смотрите, какое у нас уже красивое полотно получается. Пряжа имеет небольшой ворс, и никакие огрехи не будут видны. Опять перед маркером один столбик у нас остался. Маркер снимаю и провязываю убавку, где задействованы 3 столбика. Тот, который правее маркера, тот, который с маркером, и который левее маркера. Убавку провязали, маркер повесили. Находим следующий столбик и за дальнюю стенку продолжаем вязать. Теперь провязываем 24 столбика
без накида. Дальше провяжем один соединительный столбик, то есть продолжаем формировать мысок. Провязала 24 столбика, и получается, что от предыдущего ряда не довязали 3 столбика. У нас здесь получается вот такая ступенька. В конце 5-го ряда довязываю соединительный столбик за следующий столбик. От предыдущего ряда вытягиваю нить и прохожусь через петлю на крючке. Воздушная петля подъема, разворачиваю вязание и теперь вяжу, начиная со 2-й петли за дальнюю стенку. То есть опять у нас одна петля перед маркером будет не провязана. — 24 столбика провязано, один столбик не провязанный остался перед маркером. Делаем убавку. И ставим маркер обратно. Вяжем до конца ряда столбики. В 7-м ряду вяжем 25 столбиков до маркера. Один столбик остался у нас. Вяжем убавление по пятке. И дальше 20 столбиков до мыска. Опять 3 не довязали. И в конце соединительный столбик. Воздушная петля подъема и разворачиваемся на 8-й ряд. Вяжем также 20 столбиков до пятки. Делаем убавление по пятке, заключительное. Перед маркером оставался один непровязанный столбик. Пока обратно верну маркер и продолжаю вязать столбиками без накида. 24 столбика здесь остается. Формирование пятки с одной стороны мы завершили. Теперь вам необходимо запомнить, какое количество петель перед маркером на вот этой части, то есть на высоте носка. У меня 24. Обязательно запоминаем, так как это нам понадобится при вязании другой части пятки. Также 1/4 часть мыска мы тоже закончили. Теперь будем, это у нас получается нижняя часть, будем провязывать верхнюю часть носка. А ширина полученной детали должна получиться примерно 1/4 от обхвата ноги. У меня это 5,5 сантиметров. Дальше в 9-м ряду набираю воздушную петлю подъема и вяжу все столбики, то есть до мыска. Убавку уже не делаю. Там, где убавка, провязываю просто столбики без накида. Не пропускаю столбики. Вот здесь у нас дальше идет узел. И теперь по мыску также довяжем столбики. У нас было по 2 не провязанных. Вот они у нас. Первый
То есть на ряд ниже спускаемся и находим первый столбик. Провязываю достаточно плотно столбик без накида и дальше еще один столбик без накида. Спускаюсь еще на ряд ниже и опять провязываю 2 столбика. И еще на ряд ниже спускаюсь, здесь тоже 2 столбика у нас оставалось. Дальше одну воздушную петлю подъема, разворачиваю и начинаем со второй петли, и должен получиться 51 столбик. Дальше мы будем вязать верхнюю часть носка. Формировать пятку уже не будем, только остановимся на мыске. И если до этого мы с вами по мыску постепенно убавляли количество петель, то здесь мы наоборот будем постепенно прибавлять по 2 петли. У нас с вами сейчас всего 51 петля, и в следующем ряду провяжем 44. Воздушная петля подъема. Сейчас все покажу, поэтому не пугайтесь. Вяжу 44 столбика. А сейчас небольшое объяснение для тех, у кого другое количество петель и рядов. Вспоминаем, сколько у нас было укороченных рядов. В моем случае 6. Укороченным рядом считается тот, который провязан не полностью. У меня это были ряды с 3 по 8. Поэтому я по мыску отсчитываю 6 петель и ставлю маркер. Вы также можете обратиться к своей схеме и посчитать, сколько рядов у вас было укороченных. Такое количество петель по мыску вам и нужно отступить. После чего мы опять провяжем 6 укороченных рядов, но постепенно прибавляя петли по мыску. Вяжу теперь столбики без накида, пока у меня перед маркером не останется 1 петля. Еще раз повторюсь, если вы вяжете такое количество петель, которое у меня, то в принципе эти объяснения вам не нужны. Просто вяжите по схеме, которую я вам оставляю. Провязала, перед маркером остался 1 столбик и провязываю его соединительным. Соединительный столбик. Дальше маркер можно снять, он в принципе нам здесь уже не понадобится. В следующем ряду, в 12, набираю воздушную петлю подъема, вязание разворачиваю и все столбики провязываю как столбики без накида. Нахожу вторую петлю и за дальнюю стенку продолжаю вязать. Здесь провязываем 45 столбиков. До конца ряда, за дальнюю стенку. Довязываю ряд и не забывайте здесь в конце провязывать столбик, он у нас прячется. Дальше разворачиваемся, набираем воздушную петлю подъема и вяжем 45 столбиков без накида. Пряжа достаточно объемная, поэтому носки мы с вами свяжем очень быстро. Они получаются теплые и комфортные. Довязываю ряд. Здесь получается столбики вяжем до последнего. Вот у нас последний столбик. Захватываю дальнюю стенку и провязываю. 45 столбиков готово. А теперь нам нужно добавить столбики для формирования мыска. Мы спускаемся ниже, находим ближайший столбик и вяжем столбик без накида за дальнюю стенку. За следующий столбик провязываем соединительный. Таким образом, провязали 45 столбиков по основному полотну и добавили 1 столбик без накида и соединительный столбик. После чего набираем воздушную петлю подъема, разворачиваемся
И провязываем в обратную сторону все столбики без накида. Здесь у нас их получается 47. Вяжу до самого верха. В следующем ряду опять набираю воздушную петлю подъема, разворачиваю и вяжу 47 столбиков без накида. Дальше мы с вами опять довяжем 2 столбика по мыску. Довязываем 47 столбик. И нам остается добавить 1 столбик без накида, спускаемся ниже. И соединительный столбик. Воздушная петля, разворачиваемся и в обратную сторону вяжем, начиная со второй петли, вяжем 49 столбиков без накида. То есть по всем столбикам провязываем. И это последний укороченный ряд. Следующий ряд, хоть мы будем здесь и довязывать вот эти 2 столбика, укороченным не считается, так как мы с вами захватим все петли полотна. Завершили. Воздушная петля подъема и разворачиваемся, вяжем 49 столбиков без накида, то есть до вот этой части, после чего захватим остальные 2 столбика. И теперь довязываю до конца ряда уже 2 столбика без накида. У нас здесь в конце они остаются. Спускаемся ниже и провязываем первый столбик без накида и второй. Дальше воздушная петля подъема, вязание разворачиваем. В другую сторону вяжем 51 столбик, то есть то количество, которое у нас было после того, как мы с вами сделали убавки по пятке. И теперь небольшое объяснение для тех, у кого другое количество петель и другое количество рядов. Если вы повторяете за мной, то этот момент вы можете, в принципе, пропустить. Сейчас ширина полотна должна получиться половина обхвата ноги и желательно минус 1-2 сантиметра на растяжение. У меня получается 10,5 сантиметров. Обхват ноги у меня 23 сантиметра. Если разделить пополам, получается по 11,5. У меня остается 10,5. Минус 1 сантиметр. Мне это подходит. Половина носка у нас полностью готова. Теперь для симметрии я провяжу опять 2 ряда без изменений, то есть по 51 столбику. Но это будет уже вторая часть носка. Ну что ж, давайте приступим ко второй части носка. И начинаю я с 2 рядов по 51 столбику. Провязала, теперь вяжем в другую сторону. Тоже 51 столбик. Воздушная петля подъема, развернули и приступаем к вязанию. Пряжа красиво раскрывается в полотне и создается эффект джинсовой ткани. Ну что ж, давайте продолжим формировать мысок. Сейчас, если в предыдущий раз мы с вами постепенно прибавляли количество петель для мыска, то сейчас мы будем их постепенно, наоборот, уменьшать, то есть как в самом начале. Для этого сейчас провяжу 48 столбиков без накида. Таким образом, нам опять нужно будет провязать 6 укороченных рядов, как в самом начале. Если у вас в начале было другое количество укороченных рядов, то повторяем это количество. 3 недовязанных столбика у нас осталось, и в конце соединительный столбик за следующий столбик предыдущего ряда. Мы будем опять не довязывать в каждом ряду. Дальше опять вяжем к мыску. Воздушная петля подъема, развернули. В этом ряду 46 столбиков
без накида и в конце соединительный столбик. И опять у нас 3 столбика недовязанных. Первый, второй, третий. В конце вяжем столбик соединительный. Воздушная петля подъема и разворачиваемся. Теперь вяжем 47 столбиков в обратную сторону. И еще один укороченный ряд. Здесь уже вяжем 44 столбика без накида. Опять 3 столбика будут не довязаны. 3 столбика не довязали и соединительный столбик. У нас здесь с вами должно получиться первая ступенька, вторая и третья. Разворачиваемся и в обратную сторону вяжем 45 столбиков. Также хочется отметить качество самой нити. На протяжении всего мотка узелков мне не попалось, и это, конечно, радует. Следующий ряд будет полный. Набираю воздушную петлю подъема и разворачиваю. Сейчас вяжу до последнего столбика. Довязываю. Последний столбик. Дальше идет узел. Столбик без накида опять вяжу. Теперь спускаюсь ниже. Спускаюсь ниже, нахожу первый столбик и за дальнюю стенку вяжу столбик без накида. Нахожу еще один и опять провяжу столбик без накида. Спускаюсь еще ниже. Нахожу первый столбик и следующий. И последняя ступенька. Первый столбик и следующий. Воздушная петля подъема, разворачиваюсь и вяжу 51 столбик, то есть все столбики до дальнюю стенку. И дальше опять будем формировать пятку. Помните, я вам говорила запомнить количество столбиков, которые перед маркером у нас оставалось после всех убавок по пятке. Теперь нужно это количество вспомнить. У меня было 24. Отсчитываю 24. И на 25 ставлю маркер. В следующем ряду вяжу до маркера 24 столбика. Довязываем. И там, где маркер, буду провязывать прибавку. Нам нужно прибавлять по 3 столбика. Первый, сюда же второй и сюда же третий. Теперь берем обратно маркер и ставим его на второй столбик, то есть на центральный из этих трех. И теперь дальше будем продолжать формировать мысок. Опять будем вязать укороченные ряды, постепенно прибавляя петли. Теперь нам нужно провязать 19 столбиков. Первый. Довязываем. 18, 19 и соединительный столбик. После чего у нас должно остаться недовязанных 6 столбиков. Вот они, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Воздушная петля подъема, разворачиваемся и вяжем в другую сторону. Опять довязываем до маркера. Здесь получается уже 21 столбик.
Дошли до маркера, его снимаем. И там, где маркер, вяжем прибавку из 3 петель. Первый столбик, сюда же второй и третий. Обратно надеваем маркер на центральную петлю из этой прибавки. Дальше довязываю 25 столбиков. Вот нахожу первый. 25 столбиков до конца ряда. Количество прибавок по пятке должно соответствовать количеству убавлений по пятке, которые мы делали в самом начале. Довязала, воздушная петля подъема и разворачиваем. Вяжем 26 столбиков до маркера. Дошли до маркера. Опять снимаем, то есть повторяем все то же самое, что делали ранее. Вяжем прибавку из 3 столбиков. Первый, второй, третий и на второй маркер. Дальше довязываю столбики до узелка. Провязываю 21 и 22, а 23 столбик провязываем, спускаясь ниже. То есть увеличивая ряд. 23 столбик без накида и дальше соединительный. После чего вяжем опять до маркера. Довязали. Прибавку делаем, захватывая дальнюю стенку. И довязываю 27 столбиков к манжете. Теперь разворачиваемся и вяжем 28 столбиков. Хочется отметить, что несмотря на необычную структуру нити, сама толщина ее равномерная. По всему мотку. Дальше выполняем прибавку. После чего вяжем столбики без накида до узелка ближайшего. В моем случае 26 столбиков. 26 вяжу. А 27 провязываем, спускаясь ниже. Столбик без накида и соединительный столбик. Теперь вяжем 29 столбиков до маркера. И будем провязывать последнюю прибавку. Прибавку вяжем. Три столбика за один. И маркер уже можно не ставить. Все прибавки мы с вами сделали. Перепроверьте, что количество прибавок у вас такое же, как убавок.
вяжем теперь все столбики к манжете. И следующий ряд, как укороченный, я считать не буду, так как мы его провяжем полностью. Вяжу все петли до узелка, прибавку по пятке не делаю. Вяжу и до вот этого узелка. Дальше мы с вами провяжем еще вот эти 2 столбика. И довязываю 2 столбика в конце. Оба вяжем как столбики без накида. А для симметрии добавляю еще один ряд в другую сторону. В самом начале у нас было провязано 2 ряда без изменений, то есть по 63 столбика. И сейчас, получается, первый провязали 63 столбика и вот второй ряд. То есть сейчас нужно провязать такое же количество рядов без изменений, как мы вязали в самом начале. Мне это было 2 ряда, поэтому здесь я делаю 2 ряда. Если у вас было, допустим, 3, то тоже провяжите 3 ряда. Прибавку не делаем и вяжем до конца. И теперь набираю воздушную петлю подъема, разворачиваю и завожу крючок за вторую петлю за дальнюю стенку. На противоположной стороне складываю деталь и нахожу первую воздушную петлю. Вот она у нас над первым столбиком. На крючке 3 петли. Захватываю нить и протягиваю через все 3 петли. Дальше опять за дальнюю стенку у столбика и на противоположной стороне за воздушную петлю. 3 петли на крючке, протягиваю. Так повторяю до конца, то есть до мыска. Воздушных петель у нас такое же количество, как и столбиков, поэтому здесь все должно сойтись. При этом сильно не затягиваю, чтобы шов не был стянутым. Если получается слишком туго, то возьмите крючок на пол размера больше. Теперь вытягиваю и обрезаю нить, оставляя небольшой кончик. Дальше выбираю, какая сторона у меня будет лицевой, так как на изнаночной стороне мы спрячем с вами кончики. Мне внутри нравится больше. Здесь рисунок практически нигде не прерывается, поэтому внутренняя часть у меня будет лицевой, а это изнанка. Теперь берем нить, которая длиннее, возьму вот эту, которую мы сейчас делали шов, и вставляю ее в иголку. Дальше стягиваем мысок. Для этого заводим иголку вот в эти узелки, которые у нас образовывались от рядов. Дальше стягиваем. Можно еще раз пройтись, если боитесь, что есть дырки. У меня, в принципе, здесь дырок никаких нет, поэтому я вот эти 2 нитки между собой скрепляю, делаю узел. И дальше спрячем оставшиеся нити. Их уже прячу между столбиков. Можно сделать дополнительные узелки, если сомневаетесь. И обрезаю лишнее. Дальше проведем ВТО изделия. Я буду стирать вручную и сушить на горизонтальной поверхности. И вот такие уютные, теплые домашние носки у нас получились. Я надеюсь, мастер-класс вам понравился. И не забывайте ставить лайки, писать комментарии.
а также подписываться на мой канал. До скорых встреч!